Всем привет-привет! Всем отличной, теплой, летней солнечной среды. Сегодня у нас с вами будет расклад на одну позицию. Тема расклада: умеете ли вы радоваться и веселиться? Расклад был предложен Ириной Шведовой, за что я ей благодарна. И у нас в раскладе будет 8 вопросов, поэтому расклад на одну позицию. Да, мы рассмотрим с вами тему радости. Так, сейчас сразу, наверное, выложу 8 карт динамики, да, и мы посмотрим. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, хаотично, неважно как. Так, 8 вопросов, 8 карт, да? 2, 4, 6, 7. Ну, все, вот сюда поставлю. 6, 8. Так, создали мы с вами поле энергетическое. И давайте будем смотреть, если понадобится что-то уточнить, я уточню на колоде, а так мы посмотрим по одному аркану. Итак, умеете ли вы радоваться и веселиться? Угу. Умеете ли вы радоваться и веселиться? Ну, 9 кубков говорит о том, что да. Если мы говорим про эмоциональное состояние, умеете ли вы радоваться и веселиться? Да. Умеете получать удовольствие, умеете наслаждаться. Здесь как будто бы что-то добавить дополнительно не могу. Умеете, причем вам как будто бы не хватает всегда одного кубка для того, чтобы вот ваша радость и ваше веселье, оно вот прям было 100% наполненным и доведенным, так скажем, до идеала. На самом деле это хорошо. Почему? Потому что всегда есть вот это вот ощущение, что я хочу еще и еще. Потому что если бы это все доходило до состояния идеала десятки, то потом было бы пресыщение и спад. А тут как будто бы есть вот это вот, знаете, некий такой голод, да, который, жажда, я бы так сказала, не совсем голод, а жажда, что а я хочу еще, мне еще не хватает. И тем самым вот этот вот голод-жажда, он вас как будто бы мотивирует на получение еще и еще больше удовольствий, да, чтобы не было вот потом вот этого вот спада вниз. На самом деле это вот прям, мне кажется, здесь эмоциональный успех по 9 кубков указывает на то, что вот вы умеете и радоваться, и веселиться именно в контексте эмоциональной составляющей, то есть получать от этого удовольствие и наслаждение. То есть здесь вот прям ответ «да». Так, второй вопрос. От кого я скрываю свою радость? Если кто-то, от кого вы скрываете свою радость? Видите, человек вышел, король мечей. Причем он как будто бы нацелен на то, чтобы получить от вас. Почему я говорю нацелен? Потому что карта смотрит в сторону вас, в сторону удовольствия. Получить от вас вот это вот удовольствие, и вы ему как будто бы не даете вот полностью. От кого вы скрываете радость? Здесь какой-то человек. Не обязательно, что это будет мужчина, хотя вероятность такая есть, поскольку изображен король. Здесь человек, который к эмоциям подходит логично, рассудительно, таким, знаете, с оцениванием. То есть здесь человек эмоции старается понять умом. А поскольку это абсолютно разные природы, то в этом у него есть затруднения. То есть это человек, который сам не может понять свои состояния, сам не может понять свои ощущения. И это то, на что он в принципе нацелен, ему не хватает. То есть если такой, знаете, это человек не то, чтобы он недолюбленный, это человек, который рационализирует эмоции. Свои, чужие, неважно. То есть ему проще, когда есть какие-то объяснения феноменам, понятиям, там, я не знаю, действиям, людям,
когда он это объяснить не может логически, он встает в ступор, либо он, наоборот, закрывается. Отсюда выходит вот эта вот холодность, да, эмоциональная. Отсюда у этого человека как будто бы нету некой такой практичности и приземленности, да, то есть здесь стихии земли и воды этому человеку не хватает, то есть ему не хватает вот эту чувствительность, и ему не хватает практичности, приземленности. Поэтому, то есть, ну, в каких-то моментах он на вещи смотрит не совсем с практичной стороны, да, он может смотреть с точки зрения какой-то своей выгоды, да, либо своей какой-то стратегии, но вот с точки зрения практичности он какие-то вещи не смотрит. И получается так, что вот то, что человеку не хватает по жизни, ну, не только этому вообще, он к этому и стремится, он старается это получить. А вы у нас 9 кубков, да, то есть поэтому здесь человек старается стремиться к вам, общаться с вами, взаимодействовать, чтобы наполняться. Потому что есть такое ощущение, что он прям, не знаю, как-то каким-то образом, с одной стороны, восхищается вами, неважно, еще раз скажу, кто это, мужчина, женщина. Это человек, который, с одной стороны, вами восхищается, он вас не понимает, вы для него прям вот с другой планеты, с какой-то такой эмоциональной. И он к вам вроде бы и тянется, он хочет прожить то, что у вас есть, но он хочет это понять, понимаете, и здесь в этом какая-то сложность, потому что, ну как ты можешь объяснить человеку, что такое ласка, ты можешь только к нему либо объятия, либо поцелуй, не знаю, ты можешь прикоснуться, да, то есть ты можешь это превратить в действие, и тогда человек это может ощутить, понять головой, это вот прям сложно. Вот, поэтому вы для человека здесь являетесь некой такой загадкой. С одной стороны, вы его раздражаете своей эмоциональностью, потому что здесь вот прям такая чрезмерная эмоциональность. А раздражается почему? Потому что он не понимает, вы непредсказуемы, вы непонятны. То есть человек, который живет на эмоциях, он непонятен. Да, потому что сегодня у него одно желание, завтра другое. Да, то есть сегодня он капризничает, завтра он, наоборот, может как-то радоваться, и вот эта вот непредсказуемость, с одной стороны, она раздражает, а с другой стороны, и эмоциональность в том числе, а с другой стороны, она манит, потому что здесь получается так, что вот вы для этого человека как будто бы живете, проживаете свою жизнь, очень интересно, очень ярко, просто потому что она не похожа на жизнь этого человека. И здесь такие противоречивые эмоции вы вызываете у человека, и тем самым он, конечно же, учится. Да? Поэтому может бывать даже такие моменты, когда он вас не понимает, он отстраняется, он отдаляется, а иногда может причинить вам боль. Но опять же таки это просто потому, что вы абсолютно разные, и здесь человек вас не совсем может понять логически. И вот вопрос, от кого я скрываю свою радость, вот вы скрываете от этого человека. А вот почему, вот такого вопроса нет, но я уточню, потому что мне стало интересно, почему, потому что вы, в принципе, можете наполнить этого человека, но, видимо, есть у него что-то. Во-первых, у этого человека есть некий такой момент обесценивания. Почему? Потому что он эмоции не понимает, и когда вы будете радоваться, вы будете наполнены, либо вы будете желать взаимности в контексте, чтобы человек вам давал какую-то обратную связь эмоциональную, чтобы вы понимали, да, чтобы люди разговаривали на одном языке. Здесь вы не можете разговаривать с этим человеком на одном языке, то человек, не понимая вас, он будет все логически себе объяснять, там, вашу радость, не знаю, купили какую-то книгу, купили себе какую-то безделушку, да, на эмоциях, как женщина, пошли в магазин, неважно, даже мужчина тоже делает эмоциональные какие-то покупки, она вам не нужна. Но вы ее захотели, потому что вот именно на эмоциях приобрели. И человек этот, глядя на вас, он будет стараться вас понять, ему это будет сложно, потому что у него нет эмоционального такого развитого интеллекта, как у вас. И он будет это обесценивать, говоря о том, что нафига ты это купила, потратила деньги, только зря вложилась, может быть, надо было там, я не знаю,
подумать заранее, просчитать, либо как-то накопить деньги, потом купить, либо это не нужно. И вот такими словами он как будто бы вас обесценивает. Но здесь ощущение того, что здесь нету ничего такого личного. То есть если человек не делает лично к вам, это его модель поведения, он, исходя из своего мира восприятия, он так поступает. Он так видит мир, он так поступает. Ему это понятно. А у вас другая вселенная. У вас планета Венера, а у него планета Марс. Вот. Эти две планеты, у них свои законы, свои правила, и они друг с другом не состыковываются. И вот вам кажется, что этот человек вам причиняет боль, да, своей какой-то холодностью, то есть либо слишком рационализирует свое видение, да, допустим, если это не касается каких-то покупок, получается так, что вы такая радостная, сходили в музей, да, и говорите, вот смотри, вот такая картина была, показываете, например, в своем телефоне, что вы сфотографировали, особенно если это там, например, не знаю, модернизм какой-то, да, либо что-то такое экстравагантное, не знаю, авангардное, а человек привык логически все смотреть, говорит, что за, извиняюсь за выражение, за хрень, да, что ты тут мне показываешь, что за гадость, и получается так, что вы как будто бы хотите поделиться радостью с этим человеком, а человек, высказывая свою точку зрения, он как будто бы вас опустошает, да, то есть обесценивает, просто потому что, вы разные. И поэтому здесь получается, что вы закрываетесь от этого человека, то есть вы скрываете свою радость просто потому, что вы потом чувствуете себя опустошенной, обесточенной и обесцененной. Вообще я хотела спросить, почему, и сама ответила себе. Ладно, почему? Почему? Король жезлов. Почему скрываете свою радость? Потому что, не знаю, с одной стороны, это имеет какое-то отношение к будущему, а с другой стороны, я не понимаю, почему. Общение, эмоции. Я поняла, потому что вы как будто бы потом сожалеете, эмоционируете, расстраиваетесь, переживаете, огорчаетесь за свой импульсивный какой-то такой поступок. Вот то, что я и говорю. То есть, знаете, вы, наверное, просто понимаете, что с этим человеком надо как-то более рассудительно, да, более разумно подходить. И вот какие-то действительно важные для вас вещи, эмоционально важные, да, вы скрываете, потому что вы понимаете, что импульсивный какой-то такой поступок, да, не продуманный, он обернется вам потом, бумерангом эмоциональным, что вы будете расстраиваться. Поэтому вы стараетесь здесь не то чтобы скрывать радость, да, свою, я бы сказала, сколько не делитесь. Вот вы не делитесь своей радостью. Здесь не про сокрытие, хотя по девятке кубков вполне возможно, что вы и скрываете. Но причина в этом. В принципе, я и до этого и вам ее рассказала. Итак, следующий вопрос. Умеете ли вы радовать других людей? Умеете ли вы радовать других людей? Королева мечей. Интересный такой подход, да? Король мечей, королева мечей. Даже не знаю что сказать. Знаете, такое ощущение, что если рационализировать ответ, да, если эти эмоции, эта радость имеет какую-то цель на будущее, да, то есть вы вот как-то на перспективу, если вы в контексте предсказаний видите, что в будущем это обернется вам во благо, то есть если вам это нужно с какой-то целью конкретной, туда вы будете радовать, а так в принципе нет. Вы не умеете радовать других людей. Вот так, как вы радуетесь, понимаете, здесь, чтобы человек порадовался так же, как вы, он должен быть таким же. Но здесь вот
такое чувство, что поскольку вот здесь идет отклонение, вот у вас очень много радости, очень много вот этих эмоций, и вас должны уравновешивать. И поэтому здесь уравновешивание, оно будет как раз-таки с людьми, которые более сдержаны, более контролируют свои эмоции, люди, которые не умеют выражать свои эмоции, иногда даже не совсем понимают, то есть люди, у которых не прокачан эмоциональный интеллект. Поэтому вышли король и королева мечей. Для того, чтобы вас уравновесить. И поэтому здесь, скорее всего, в своем окружении вы понимаете, что, блин, да мою радость никто не будет разделять. Поэтому кому она нужна, я ее буду держать в себе. А радовать других, ну, за исключением, если вы к этой радости подойдете как-то продуманно, что ли. Допустим, если это какой-то подарок, который вы хотите сделать, вы его не будете делать из состояния классно, мне это нравится, давай я это сделаю. Нет, вы будете очень долго думать, а что подойдет этому человеку, и я не уверена, что... Ну, то есть будете ориентироваться на него, и здесь не совсем то, что вот вы умеете радовать других людей. Хотя, если есть какая-то такая задача, еще раз скажу, то да, вы будете делать. А здесь в большей степени вам как будто бы и не совсем интересно, понимаете? Вот вы радуетесь, и хорошо. Причина в чем заключается? Вот вы, понимаете, вы человек, который умеет наслаждаться жизнью. Вот вы идете по улице, увидели какую-то букашку, там, не знаю, божья коровка. Ой, так обрадовали, взяли ее на ладошку, начали как в детстве. Говорит, неважно, что пускай вам 150 лет в обед, как говорится. Взяли на пальчик, ой, божья коровка, улети на небо, знаете, вот все как говорили раньше. Ну, и вроде бы это кажется такая глупость, но вы же от этого радуетесь, вам это нравится. Вот. Как вот это состояние объяснить другому человеку? Как ему сказать, да порадуйся ты, смотри, вот божья коровка, ты ее-то можешь увидеть там раз, там, не знаю, в 100 лет, если еще и найдешь, да, либо там трилистник какой-то, либо просто там птички летают, боже, какое счастье, да, птички летают, ой, там листва там поменялась, посмотри, какой листик интересные формы. Другим людям это не интересно, у них другие понятия, у них другое видение, и вы это осознали для себя, поняли и сказали, что оно мне нужно кому-то что-то там рассказывать, показывать, пускай сами люди доходят. Вот мне хорошо и ладно. И это, в принципе, правильный подход, но здесь, знаете, с одной стороны, может быть, кого-то это и разочаровывает, потому что девятки, они все-таки в большей степени интровертные, им важно получать самим удовольствие. Это, знаете, как люди... не одинокие, а люди, которые, наоборот, уединяются для того, чтобы насладиться собой, насладиться жизнью, своими мыслями, созерцанием и так далее. Вот мне в большей степени здесь такие люди проходят, и поэтому они получают удовольствие от того, что они проживают, то, что они видят внутри себя. А вот как-то радовать других людей, вы не понимаете смысла, зачем вам это надо. Ну, то есть, во-первых, я не смогу это сделать, потому что это какое-то внутреннее проживание. Ты не можешь радость дать. Человек должен сам ее прожить. Это вот как про учительство. Да? Ты не можешь научить другого до тех пор, пока сам другой человек не научится у тебя. То есть мы не можем научить своих детей. Дети смотрят на нас и повторяют то, что мы делаем. Они учатся. Не мы их учим, а они учатся. То есть здесь акцент на них, а не на вас. И вот королева мечей здесь говорит примерно об этом. Если есть какая-то цель, и вы включите свою интуицию, свое, скажем так, предвидение, да, в некоторой степени, понимание, разумность, то в принципе, да, но здесь как будто бы под какую-то цель. Да, тогда сможете. А так, в принципе, нет. У вас просто нет вовлеченности, у вас нет интереса такого. Так, с кем вы разделяете радость? Вот я прям вот этот аркан вытащу рядышком, который... С кем... Ой, извиняюсь. С кем вы разделяете радость? Башня, да, интересный момент. С людьми, которые... Знаете, я бы сказала так, люди,
которые как будто бы не понятые жизнью, либо люди, которые не могут найти свое место в этой жизни, потому что вот вас объединяет какая-то, знаете, непринятость обществом. То есть они вроде бы какие-то белые вороны, да, которые что-то ищут, в чем-то хотят разобраться, найти свое какое-то место, найти свою нишу. Люди, которые все время что-то разрушают, да, что-то меняют, строят. Ну, то есть у них природа такая. И поэтому их не понимают. Ну, не понимают для чего, да, то есть здесь люди, которые любят свободу, люди, которые не любят какие-то рамки, ограничения, шаблоны, люди, которые будут идти против всего этого, да, то есть такая энергия марсианская, разрушающая какие-то установки, то, что сдерживает человек, то, что ограничивает. И вот с такими людьми вам разделять свою радость проще, потому что не то чтобы они какие-то бунтари, просто здесь люди как-то свободолюбивые в своем сознании, в своих взглядах. То есть люди, которые не любят штампы, люди, которые не любят, чтобы на них вешали какие-то ярлыки. И вы, по сути, так или иначе с этим сталкиваетесь в каких-то своих моментах жизни, да, то есть, скорее всего, до того момента, как вы стали человеком, который наслаждается жизнью, вы тоже, велика вероятность, были таким человеком, который на вас постоянно ставили какие-то ярлыки и штампы, то есть вы это тоже проживали, вам это понятно, то есть вам это близко, то есть вот проживание башни вам близко, нежели вот взаимодействие с королем мечей. И поэтому с такими людьми вы будете делиться своей радостью, да, то есть получается, причем очень такой интересный тандем, вы как будто бы будете наполнять эмоционально таких людей, они будут как-то подпитываться, брать от вас силы и как-то разрушать устои, систему, не знаю, чувствовать себя освобожденными, свободными, да, то есть вы каким-то образом вот этой вот своей водой помогаете очистить огненность этой башни. То есть вот как-то, не знаю, затухать за этот пожар, который вспыльчивости, да, какой-то такой разрушительной силы. Вы его будете гасить, и как будто бы это людям и нужно в какой-то период жизни, да, то есть чтобы их изнутри не разорвало вот этим вот внутренним пожаром, да, надо как-то вот поумерить этот пожар. И вот вы своими эмоциями будете этот пожар контролировать, то есть, возможно, как-то через юмор, через веселье, через радость. То есть человек пришел, вместе с вами порадовался, да, произошла какая-то такая некое обновление, да, энергия он выбросил через, там, я не знаю, смех, спорт, какие-то, я не знаю, программы, может быть, увеселительные, там танцы, еще что-то. Ну, то есть энергию лишнюю сбросил, и вот как-то его огонь, он подугас, да, стал как-то более таким спокойным. То есть, по сути, вы порадовались вместе с этим человеком, вовлекли его в процесс, он с вами повзаимодействовал, как-то вот успокоился на какой-то период времени, вот, и он может прийти вот как-то в нормальную такую энергию. То есть вы его как будто бы уравновешиваете, вы его очищаете. Вот, и человек, кстати, вас принимает, да, он вас понимает, он соглашается с вами, да, ну, эти люди, им созвучно, да, то есть, почему? Потому что вы наслаждаете свое удовольствие, но вы как-то в некоторой степени интровертны, да, то есть внутрь себя, в свое бессознательное и так далее, то есть не особо контактируете с внешним миром. А здесь человек свободолюбивый, он тоже не любит какие-то рамки, он любит свободу, да, то, чтобы его ничего не сдерживало, не ограничивало. И здесь получается, что вот хоть на первый взгляд может казаться, что это противоположное, да, потому что здесь человек как будто бы экстраверт, а вы интроверт, но на самом деле здесь вот прям хорошая такая гармония и созвучие. Так, следующий вопрос. От кого я не принимаю радость? Вот сразу посмотрим. От кого я не принимаю радость? От людей фальшивых, от людей лживых, хитрых, которые, знаете, здесь идет лесть. То есть люди, которые льстят, люди, которые лебезят, которые стараются угодить,
ну, вот такая, знаете, какая-то фальшь, наигранность и неестественность. Вот от таких людей вы не принимаете радость, то есть вы даже с ними не будете ее разделять, потому что, ну, это какое-то вот такое ненастоящее, то есть вы как будто бы больше энергии потратите, нежели произойдет какой-то энергообмен взаимный, то есть нет. Вообще вы стараетесь держать подальше от таких людей, которые, знаете, вот из-под тишка могут что-то сделать, могут предать, могут вот прям подсидеть как-то. Вы сами по себе, вот вы на самом деле прекрасный человек, и я вам жму руку. Почему? Потому что вот вы настолько радуете жизни, что вам и с людьми хорошо, и без людей хорошо. Если с людьми хорошо, то это, вы знаете, на какой-то период повеселились, порадовались, все, а потом разошлись все, каждый по своим домам, и все классно и здорово. Вот. А потом вы можете там 2 недели вообще никуда не выходить из дома, и вас это не удручает, вы прям наполнены, вам есть чем заняться. Вот. Поэтому вам и так хорошо. И исходя из этого у вас, получается, нету недостатка в общении, в коммуникации. И вы можете и быть избирательными во взаимодействии с другими людьми. И получается так, что а зачем мне эти лживые люди? Да? Что если, допустим, это будет последний человек на земле, он будет лживый, так я лучше буду сама, чем с кем попало. Да? То есть и вам с этим будет хорошо, то есть вы не почувствуете дефицит, недостаток, да, поэтому вам эти люди, они не нужны, и, ну, то есть они вам мешают, вы не будете как-то переживать, если вдруг такие люди вообще не будут приходить в вашу жизнь, даже если это, вот, например, какие-то ваши родственники, близкие вам люди в кругу общения, вы от них будете отдаляться, то есть. Знаете, есть категория людей, которые говорят, ну, пускай хотя бы будет вот такой человек, потому что, ну, вообще одна я никак не могу. Вот это ваша противоположность. Вы не такой человек. Вы скажете, я лучше буду одна, чем вот с такими лицемерами. Они вам нужны. Вот от таких людей вы не будете принимать ни радость, ни лесть, ни комплименты. Они прям вас очень дико раздражают, потому что вы это видите, вы понимаете людей, и вы знаете. Ну, это заметно, когда человек фальшивит в вашу сторону. Ну, то есть он льстит, и он неестественный. Тем более, когда вы понимаете, что есть какая-то вторичная выгода у этого человека в вашу сторону. То есть это вас очень сильно раздражает. Для кого берегу радость? Не знаю, странный такой вопрос, но все равно подальше мы его возьмем. Для кого я берегу радость? Ну, вы пока не знаете, да, то есть аркан влюбленных, не знаю. Вы пока еще не нашли такого человека, вы еще не определились, для кого вы тут бережете радость. Ну и вопрос сам по себе какой-то такой странный. Поэтому аркан влюбленных говорит о том, что вы не знаете. Извиняюсь за паузу, просто самолет пролетел. Иногда у меня, знаете, такое ощущение, что, может быть, я рядом с аэропортом живу, но это не так, да. Аэропорт от моего дома – это час езды на машине. Так, следующий вопрос. Как я выражаю свою радость? Как я выражаю свою радость? Как я выражаю свою радость в работе? В работе, да, либо в быту, либо в работе. Смотрите, как выражаете. Если это быт, то, я не знаю, возможно, когда вы убираетесь, то есть прям, знаете, ставите музыку. Главное, чтобы вы были одни дома, чтобы никого не было других, чтобы вас никто не отвлекал. Да? Можете поставить громкую музыку, так и убираться, и прям это приносит вам удовольствие, да, радость. Кто-то, возможно, если у вас руки растут оттуда, откуда надо, то что-то сделает дома, да, какие-то там, я не знаю, не то чтобы ремонт, а вот что-то для дома своими руками. Вот это приносит вам удовольствие. Там, я не знаю, может быть, как-то находите где-то, как его называется, мебель, да, там стулья, столы какие-то, где выбрасывают, вот вы их реставрируете, у вас руки, потому что растут из правильного места, вот, и потом это обставляете дом, вот вам это нравится, то ли это как хобби может быть, да,
то ли это вот какое-то удовольствие, то, что я сказала, да, там, помыть посуду, там, я не знаю, поменять постельное белье, чтобы оно пахло свежестью, вот вас это очень радует, там, я не знаю, что-то приготовить, если вам нравится, там, обед, либо что-то как кондитер, да, сладости какие-то, то есть что-то, что связано с каждодневной такой рутиной, да, в этом вы можете выражать свою радость, ну и, конечно же, в профессиональной деятельности, либо хобби. То есть для кого-то здесь работает, вот прям работа, любимая работа с удовольствием, вы там можете выражать радость. Возможно, даже не сама работа, а вот мне почему-то показывают какое-то медицинское учреждение, и у вас очень хороший коллектив, там медсестры, врачи, санитары, и вот вы можете там выразить радость, то есть прийти, просто поговорить с кем-то, посмеяться, весело, и вот как-то настроение, да, поднять. То есть какой-то медицинский персонал мне показан, и вы радуетесь, то есть коллеги хорошие. Вот. Как я выражаю, да, у нас вопрос был, как я выражаю радость, работая. Вот когда вы работаете, когда вы занимаетесь любимым делом, вот, и получаете от этого удовольствие. Ну, конечно, если вы таролог, так же, как и я, и получаете удовольствие от раскладов, вот, либо когда я записываю, например, какие-то болталки, ролики, я тоже от этого получаю прям огромное удовольствие. Мне это очень-очень нравится, да, вот здесь, либо в быту. Так. И последний вопрос, хочется сказать, что с этим делать, да? Что в этом состоянии я нахожу, вот именно в состоянии радости, что я нахожу? Ну, вдохновение, видите, аркан звезды, кстати, как там видно в кадре, прекрасно. Мне этот мужчина понравился, не знаю, если это вдруг мужчина, он просто смотрит в вашу сторону, да, вот именно с любовью, и здесь отношения, не знаю, почему глаз упал, такое чувство, что вот здесь какие-то отношения, но это здорово, да, вы сами по себе, он к вам тянется. Что в этом отношении? Что для кого-то, видимо, важны отношения. Что в этом состоянии я нахожу? Вдохновение. Вдохновение в этом состоянии радости. Вы можете думать о своих каких-то мечтах, целях. Эту энергию вы можете перенаправлять, вот когда вы чувствуете радость, наполненность, именно в реализацию своих желаний. То есть в этот момент думать о своих каких-то желаниях, представлять, что они уже есть, да, что они уже реализовались, как вы при этом себя будете чувствовать, как поменяется ваша жизнь, как люди с вами будут по-другому взаимодействовать. То есть вот в этом состоянии радости вы можете достигать своей цели, то есть перенаправлять туда энергию. Второй момент. Что в этом состоянии радости, да, я нахожусь, нахожу какие-то идеи, к вам приходят какие-то идеи, какие-то, не знаю, вот прям, вот есть люди, которые творят через боль, да, там расставание, еще что-то, вот они пишут песни, музыку, да, вот прям вдохновляются своим каким-то трагизмом, вот, а здесь такое ощущение, что вот вы вдохновляетесь какой-то радостью, не знаю, может быть, вы здесь в этом состоянии можете писать какие-то картины очень красивые, то есть здесь какая-то энергия такая целебная. Вот вы как-то, может быть, исцеляете, что ли. А для кого-то здесь именно вот в этом состоянии вы как-то начинаете взаимодействовать и общаться с высшими силами, да, кто-то вот именно с ангельской системой работает, либо с учителями на тонком плане. Вот здесь что-то такое возвышенное, светлое. Кто-то именно в состоянии радости может восстанавливать свои ресурсы, то есть здесь и выздоровление тоже может быть. Вот, вот, наверное, все, да, на сегодня. Вот такой расклад вышел. Благодарю Ирину за идею, я вот прям кайфанула, получила удовольствие, мне прям очень-очень понравился такой расклад. То есть даже вот так вот, как в поле лежат карты, получился как некий такой
анализ вас как личности. Прям вот даже по этим картам, да, я вижу вас как человека, да, особенно здесь, где такое ощущение, что вот здесь вот ваши отношения, да, это тема работы, это вот друзья, здесь враги, вот здесь как-то реализация вашего будущего. Вот как-то так карты выпали, что они мне прям показывают ваше даже настоящее, прошлое, будущее. Вот как-то по времени такое ощущение, вот прям такое поле, очень живое, говорящее. Здесь можно прям много-много чего сказать и о вас, и о вашем характере, о людей, которые вас окружают, о работе вашей, ну вот много. Но это просто не тема расклада, но, не знаю, это просто живое такое поле. Кто умеет чувствовать, да, энергии, тот прям через меня, либо моими глазами может это ощутить. Так, на сегодня все. Встретимся с вами в пятницу. Напоминаю, что на этой неделе блицы выходных будут на тему потока, то есть расклад без вопроса. Я знаю, что многие любят это. Я решила, что на канале я не буду делать какой-то период, не знаю, пока мне снова в голову не стукнет, расклады на тему потока, либо расклад без вопросов. Вот пока его приостановлю, таких не будет у меня раскладов, поэтому воспользуйтесь моментом блица. На блице я буду эту тему ставить, а вот на канале, либо в телеграм-канале, я не знаю, но вот здесь вот на ютубе я не буду такие расклады больше писать. Ну вот пока на неопределенное время. Не могу это объяснить почему, но вот мне так пришло, поэтому я так буду делать. Все, прощаюсь с вами до пятницы. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.